Привет всем, это видеоблог Владимира. Сегодня я хочу снять видеоролик такой на тему, как снять показания с электросчетчика. В связи с тем, что мы переехали в новую квартиру и много вопросов у соседей, как снять счетчик, показания, и как оплачивать и тому подобное. Сейчас мы перенесемся в подъезд. Я вам покажу на примере, как это все делается. Покажу вам, как высчитывается разница в показаниях и как высчитывается сумма, на какую накрутила у вас электроэнергия. Так что пошлите в подъезд и будем разбираться с этим. Итак, мы перенеслись в подъезд. Подходим к щитку. Сейчас я открою щиток, чтобы стекло не отдавало блеску. Вот счетчик моей квартиры. Сейчас я вам объясню, как тут снимать показания. Сейчас он пройдет всю процедуру. Я вам на примере буду своего счетчика показывать. Я взял ручку, бумажку и буду записывать. Так, сейчас вот начнется. Показывает время 20:46. То есть записывать вам этого не надо. Показывает дату. Этого тоже вам записано. Вот сейчас смотрите, это двухтарифный счетчик. Цифра 1. И пошло. Вот эти 3 нуля можно писать 605. У вас будет, можно другая цифра будет. 2. Это ночной тариф. 3 нуля можно не писать 135. Все. Больше вам ничего здесь записывать не надо. Итак, мы переместились в комнату, в квартиру. Каждый месяц у нас такая система в нашем жилищном, конторе. Я каждый месяц записываю свет, что у меня на счетчике показано. И где-то с 20 по 25 мы эти показания снимаем, записываем то, что мы с вами сейчас сделали в подъезде. И у нас есть на первом этаже ящичек, туда мы кидаем показания специальные, бумажечка, и уже Петроэлектросбыт нам подсчитывает все. Также на всех квитанциях, они потом присылают, я сейчас закрою пальцем адрес. На всех квитанциях также есть показания. Ну и тут они пишут, какой тариф и сумма к оплате. Итак, давайте приступим. В прошлом месяце, 23.10.2000 года, у меня было, сейчас я открою калькулятор, я вам сейчас это все покажу. Калькулятор. Я вам говорил, первое показание Т1 это день. У меня сейчас, побольше, сейчас у меня на показании было 605. Нули я не считаю. То, что перед началом цифр, нули не считаем, не надо их считать. Отнимаем. Сейчас было, мы снимали 605. 605, и прежнее показание мы отнимаем. Здесь у меня 376. 376 равно 229 киловатт. Так, также в квитанции потом мы ищем день. Тариф 406. Умножаем на 4,06 и получаем 929 рублей 74 копейки. Записываем для себя это. Нам уже, в принципе, это уже сумма без разницы, ее писать не надо. Это управляющая компания все сделает. Она передаст все показания, которые мы написали, передаст и нам насчитают. Дальше. Второе показание. Ночь. Также мы записываем
135 у меня было. 135 минус. И показания с прошлого месяца 81. 81 равно. Получилось у меня 54. Умножаем. Также в квитанции об оплате у вас есть тариф ночь. Не знаю, видно, не видно. 2,34. Умножаем на 2,34. 126 рублей 36 копеек. Записываем. 126 36. Плюсуем то, что мы насчитали за день. Плюс 929 рублей. 929 рублей. И копеек там было у меня 74. И 74 копейки. И вот получилось у меня 1056 одна. Не знаю, будет вам не видно. Сейчас монитор попробую подвинуть. Вот эта сумма примерная у меня будет оплата за электроэнергию. Вот таким методом снимать нужно показания счетчика. То есть записываем, как вот у меня получилось. Я когда въезжал в квартиру, я снял счетчик, показания счетчика. Ну там почти нули все были, пару цифр было. И каждый месяц я вот, сейчас я снял показания, записал себе. На следующий месяц я опять снял, отнял, умножил. Все, я приблизительную сумму теперь знаю какую. Вот эти показания, то, что мы сейчас с вами снимали, я просто специальный листочек есть под квитанцией, супруга вырежет, впишет эти показания, управляющая компания отдает, и все. И никаких проблем. Вот такое коротенькое видео я хотел снять. Как снять показания счетчика. В следующем видео я, наверное, покажу, как снять показания со счетчика воды. Ну все, всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, добавляйте чего-нибудь. Все, всем пока.